Амазония – это колоссальный пояс джунглей, охватывающий миллионы квадратных километров и составляющий 10-ую часть всей суши нашей планеты. Этот сплошной зеленый океан служит домом для 10% всех известных живых организмов. Ученые не перестают удивлять. Только в 2023 году здесь описали более 300 новых видов. Однако наши знания об этом крае остаются лишь каплей в море, ведь подлинная сенсация скрыта не в биологии. Настоящая тайна в людях, населявших эти дебри задолго до нас. Речь о забытых цивилизациях, чье наследие полностью переворачивает привычное представление об истории Нового Света, скрывая города и загадки, которые до недавних пор казались немыслимыми. Сегодня мы приоткроем эту завесу. Начнем с 1991 года, когда археолог Анна Рузвельт начала раскопки в бразильском штате Пара, близ города Монте-Алегри. Здесь, высоко над водами Амазонки, возвышается Педро Пинтада, монументальный природный навес, известный местным жителям как расписная скала. Для людей она всегда была важным ориентиром и частью ландшафта, но официальная наука долгое время обходила ее вниманием. Результаты раскопок шокировали. Археологи нашли следы постоянного поселения возрастом 11 тысяч лет. Тогда, на закате ледникового периода, когда в Северной Америке еще встречались мамонты, а Европа едва оттаивала от холодов, здесь уже кипела организованная жизнь. В недрах пещеры археологи обнаружили целые склады рыбьих костей, от крошечных особей до гигантов весом в десятки килограммов. Рядом лежали панцири черепах, остатки плодов, все еще растущих в лесу, и масса орудий труда – ножи, скребки, наконечники. Особое внимание привлекло огромное количество красной и желтой охры, что доказывает, древние обитатели не просто выживали, они систематически занимались искусством. Эта находка разрушила устоявшийся догмат о том, что первыми американцами были кловисовцы, охотники на мамонтов, пришедшие через Берингов пролив 13 тысяч лет назад. Старой модели тропики считались враждебным барьером, освоенным лишь в последнюю очередь. Но Педро Пинтада доказала обратное. 11 тысяч лет назад люди здесь не гнались за мегафауной, а мастерски использовали богатство рек и леса как основу для оседлого быта. Это была совершенно иная культура и иная стратегия выживания. Возникает интригующий вопрос. Если эти люди не были частью волны Кловис, то откуда они пришли? Генетический анализ останков с Педро Пинтады подтвердил, перед нами следы отдельной миграции, возможно, шедшей вдоль берегов Тихого океана или через острова. Это параллельная история заселения континента, которая ждала своего часа прямо у нас на виду. Но тайны Амазонии не ограничиваются пещерами. Перенесемся в боливийский регион Бени, на равнину Льянос-де-Мохос. Большую часть года этот край превращается в бескрайнее внутреннее море. Талые воды, спускающиеся с Анд, затапливают все на несколько метров, превращая сушу в лабиринт, доступный лишь на лодках. Глядя на эту водную пустыню с воздуха, сложно поверить, что когда-то здесь кипела жизнь. И все же под слоем воды и ила скрываются остатки одной из самых совершенных инженерных систем доколумбовой эпохи. Когда сезон дождей сменяется засухой, Льянос-де-Мохос обнажает невероятную картину. Ландшафт здесь пронизан строгими геометрическими линиями, рукотворными каналами, насыпными дорогами-дамбами и возвышающимися платформами, которые помогали выжить в условиях ежегодных наводнений. Все это возводилось поколениями людей вручную, без металлических орудий, лишь корзины, руки и колоссальный труд миллионов. В регионе Бени уже обнаружено более 10 тысяч таких насыпей, и их число постоянно растет. Это была единая продуманная инфраструктура. На искусственных островах стояли дома, специальные системы дренажа позволяли собирать урожай даже в разгар паводков, а дамбы обеспечивали сообщение между поселениями. В зените своего могущества эта система поддерживала жизнь миллионов людей там, где современные исследователи долгое время видели лишь непригодную для цивилизации глушь. Когда в 15 столетии сюда прибыли первые испанцы, они застали процветающий край. Хронисты описывали густонаселенные территории, крупные города и развитую систему управления. Однако последовавшая за этим катастрофа, эпидемии оспы, кори и гриппа, выкосила 90% населения всего за несколько десятков лет.
Оставшиеся жители не могли поддерживать сложную сеть каналов и дамб. Инфраструктура пришла в упадок, разрушилась, и к моменту возвращения европейских ученых регион казался девственной природой. На деле же эта дикость оказалась лишь заброшенным инженерным проектом, который природа поглотила, стоило убрать из уравнения человека. Еще более загадочные находки открылись в 1999 году в бразильском штате Акре. Вырубка лесов обнажила гигантские геометрические фигуры, идеальные квадраты, прямоугольники и круги, вырезанные в почве. Ширина канав достигает 10 метров при глубине до 4, а их периметры простираются на сотни метров. Поражает то, что поблизости нет следов вынутого грунта, землю куда-то уносили. Увидеть эти объекты с уровня Земли невозможно, они открываются только с высоты птичьего полета. Это ставит археологов в тупик. Строители либо обладали способом видеть результат с воздуха, либо владели столь совершенным методом планирования, что могли воссоздавать математически точные формы без обзора целиком, подобно средневековым зодчим. Сегодня в Акре задокументировано более 500 таких площадок, и это лишь на 15% исследованной территории. Под остальным лесным массивом могут скрываться тысячи подобных конструкций. Их возводили на протяжении 1500 лет, примерно от 2000 до 700 лет назад. Главная тайна здесь не технология, а предназначение. Внутри не обнаружено ни бытового мусора, ни следов очагов, значит, там не жили. Сооружение не подходит для орошения или обороны. Основная гипотеза указывает на ритуальные площадки для массовых собраний. Однако прямых доказательств того, зачем люди разных поколений тратили столько сил на создание этих гигантских рисунков на Земле, до сих пор нет. Истинное предназначение этих идеальных геометрических конструкций остается загадкой. Перенесемся в устье Амазонки, где пресные речные потоки сливаются с соленой Атлантикой. Здесь лежит остров Маражо. Это гигантский речной массив площадью 40 тысяч квадратных километров, сопоставимый по размерам со Швейцарией. Полгода остров скрыт под водой. Здесь нет ни единого камня, а вся почва – это лишь вековые речные наносы. В этих экстремальных условиях жары и влажности целых 10 столетий, от X века нашей эры, процветала культура маражуара. Это временной отрезок, равный эпохе от Карла Великого до наших дней. Местные мастера создавали керамику, поражающую техническим совершенством. Огромные погребальные урны, покрытые сложнейшей математически выверенной геометрией. Узоры повторялись с такой точностью на разных сосудах, что это подтверждает существование мощной школы и устойчивых стандартов, передававшихся веками. Ученые уже 100 лет бьются над расшифровкой этого кода. Являются ли орнаменты календарем, генеалогическим архивом или религиозными текстами? Ответ пока не найден. Но еще большее недоумение вызывает внезапное исчезновение цивилизации около X века. Что стало причиной? Климат, болезни или иные потрясения? История их жизни и исхода окутана мраком. В 1906 году британский картограф Перси Фоссет начал свою миссию по демаркации границ Амазонии, и услышанные там рассказы полностью изменили его жизнь. Местные жители в один голос твердили о древнем каменном мегаполисе, скрытом в лесах. Фоссет стал кропотливо собирать доказательства. Записи португальских экспедиций XV века, предания индейцев – все указывало на то, что в самом сердце сельвы есть заброшенный город. В 1925 году, будучи уже опытным исследователем, Фоссет вместе с сыном Джеком и другом Релли Райлом отправился по проложенному маршруту. Последняя весточка пришла из лагеря «Мертвой лошади», после чего группа бесследно растворилась. Попытки найти их стоили жизни более чем 100 другим искателям. Фоссета объявили безумцем, а его город – колониальной сказкой. Однако спустя десятилетия ситуация изменилась. В 2010-х годах ученые применили технологию лидарного сканирования в верховьях реки Шингу, именно там, где по расчетам Фоссета находилась цель. Лазерные лучи, пронзив плотную листву, воссоздали трехмерную модель того, что скрывалось под землей. Там обнаружился целый городской комплекс с продуманной планировкой улиц, площадей, дамб и ирригационных каналов. Город, получивший название Куикура, был именно там, где предсказывал исследователь. Фоссет оказался прав, город действительно существовал.
Он был выстроен не из золота, а из глины, земли и дерева, но его масштаб и реальность были неоспоримы. Лидар показал, что Куикура была центром целой сети поселений, связанных сетью дорог, которые веками дремали под покровом джунглей. Вполне вероятно, что именно эту городскую систему, разветвленную сеть взаимосвязанных поселений, и описывали легенды, которые слышал Фоссет. Сам исследователь бесследно исчез в джунглях, оставив после себя лишь тайну, в то время как город, который он искал, оказался реальностью. В 2010-х годах антрополог Майкл Хекенбергер представил данные, вызвавшие бурю в научном сообществе. В верховьях реки Шингу были найдены следы древних дорог. Это не просто тропинки, а широкие, идеально прямые магистрали до 50 метров в ширину, тянущиеся на километры. Они пересекают любые ландшафты, невзирая на болота и холмы. Возникает логичный вопрос: зачем? В доколумбовой Америке не было колесного транспорта, не было вьючных животных, лошади появились только с приходом европейцев. Такая ширина, как у современной восьмиполосной трассы, была нужна лишь для масштабных процессий или перемещения огромных масс людей. Команда Хекенбергера выяснила, что эти пути связывали около 20 поселений в единую структуру. Главный центр, окруженный спутниками на равном удалении, подобно спицам в колесе. Это доказывает наличие сложного планирования и строгой иерархии в управлении регионом. Еще один вызов истории бросает национальный парк Серра-да-Капивара, расположенный на окраине Амазонии. Этот объект ЮНЕСКО содержит пещеры со следами человеческой деятельности, кострищами, остатками пищи и примитивными инструментами. Однако датировка этих находок шокирует – от 25 до 50 тысяч лет назад. Это полностью разрушает классическую теорию, согласно которой люди попали в Америку через Берингов пролив не ранее от 15 до 20 тысяч лет назад. Если находки в Серра-да-Капивара подлинны, значит, люди освоили Южную Америку за десятки тысяч лет до того, как открылся Берингийский коридор. Тогда они могли прибыть иным путем, через Тихий океан, перемещаясь от острова к острову или даже трансатлантическим переходом. Спор вокруг этого места носит ожесточенный характер. Бразильские ученые во главе с Ниедо Гидон утверждают, что следы огня и форма каменных орудий неоспоримы. Их оппоненты из Северной Америки настаивают, что это лишь игра природы. Камни могли расколоться от давления, а очаги – быть результатом природных пожаров. Ставки в этом споре невероятно высоки, ведь признание правоты бразильских археологов означает полное крушение всей современной модели заселения Нового Света. Пока окончательный вердикт не вынесен, Серра-да-Капивара продолжает хранить свои древние слои. На фоне этих великих загадок прошлого даже Манаус, город в самом сердце Амазонии с его пышным оперным театром эпохи каучукового бума, где мрамор и муранское стекло везли через тысячи километров джунглей, выглядит лишь одной из глав в бесконечной летописи этого удивительного края. Манаус – это не только опера эпохи каучуковой лихорадки, но и многослойный исторический пирог. Под современным бетонным мегаполисом скрыты следы народа Ману, давшего имя этой великой реке. Хроники XV века описывали здесь густонаселенные берега с цепью поселений, где могущественные лидеры управляли тысячами подданных. Сменялись эпохи – колонизация, промышленные бумы, разрастание города – каждый период наслаивался на предыдущий, погребая под собой древнюю цивилизацию. Сегодня при рытье котлованов строители постоянно натыкаются на фрагменты керамики, каменные инструменты и легендарную терра-прета – плодородную черную почву. Так, в 2018 году прокладка канализации в центре вскрыла метровый слой этой земли с остатками фундаментов. Но город-миллионник не может ждать. Археологи фиксируют находки, а новые постройки навсегда запечатывают страницы нечитанной истории. В 2017 году научное сообщество пересмотрело взгляд на Амазонию благодаря статье Карла Леви в Science. Исследователи проанализировали распределение 85 видов полезных растений, от какао и бразильского ореха до лекарственных пальм. Выяснилось, что эти виды растут не хаотично, а с поразительной концентрацией именно там, где найдены следы древних людей и их черной земли. Вероятность того, что это случайность, ничтожна.
Амазония – это не нетронутый девственный лес, а колоссальный рукотворный агролесоводческий сад. Древние общины целенаправленно формировали экосистему вокруг себя, культивируя нужные виды и убирая сорняки, подобно тому, как средневековые монахи создавали свои целебные огороды только в масштабах целого континента. После исчезновения людей лес сомкнулся над их поселениями, превратившись в то, что мы сегодня ошибочно принимаем за дикую природу. Масштабы этого вмешательства ученым еще предстоит осознать. Дополнительным доказательством сложности этой цивилизации стали находки в штате Амазонос, где в 2010-2015 годах были обнаружены сотни искусно выполненных погребальных урн с геометрическим орнаментом. Внутри покоились останки с ритуальными украшениями и фигурками. Однако исследователей поразило не само мастерство исполнения, а структура захоронений. Эти урны были погребены не хаотично, как на стихийных кладбищах, а организованными, четко выверенными кластерами, что говорит о глубокой системе социальной и пространственной организации, которую мы только начинаем понимать.